Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 8-я серия аниме Кайдзю номер 8. Добро пожаловать в силы обороны. Называется 8-я серия. Да уж, добро пожаловать, не то Кайдзю слово. номер 8. Это не я. Эй, чувак, это не я. И что мне делать? Я ж не могу вот так взять и долбануть замком кулаком. Да, не может. Он его уроет. Одним ударом. Да, вот только он его порвет к черту. Смотри-ка, пробил. Вот же черт. И сдерживаться против него не вариант. Отступление. Отступление. Грамотное отступление. Он его доломает. Избежать от него нереально. Он очень быстрый. Столько быстро лупит, что я защищаться не успеваю. Сильнее того Кайдзю, но гораздо проворнее него. Гораздо. До сих пор помню, как обалдел, когда впервые увидел Кикору в бою. Да. Но замком вообще на другом Ну, уровне. 92 уровня. Да он, блин, 92%. скачет не как человек. Вообще красиво. Это, короче, Я ведь ясно. уклонился. Это Что местный... за черт? Воздушное лезвие? Ядро обнаружено. Это местный Леви. Короче, это местный Леви. Фу ты, я тоже уже давно не человек. Заодно кое-что выяснил сейчас. Регенерация отнимает кучу сил. И это тоже. Несколько ударов, и я труп. Ты что, издеваешься? Я, если что, дерусь с ним всерьез. Эта тварь, скорее всего, как минимум фортитуда 8 с плюсом. Проще говоря, Гранд Кайдзю. Но тут что-то не так. Какой-то странный получается бой. Да, он отступает. Вечно. И даже не атакует тебя. Ну да, неважно. У него лезвия горят. Да, я был прав, у него лезвия горят. Огненные лезвия. Опять воздушные лезвия. Еще по сразу. Была всего лишь обманка. Удар мглы. Тройная комбинация. Вот и попался. Клинок? Клинок застрял! В чем? Пронесло. Удар вышел намного сильнее, чем рассчитывал. Впрочем, я знал, что он попытается ударить прямо в мое ядро. У него что? Проклятие! У него зубы появились, что ли, на груди? Он лишил его меча. Просто отбил меч. Выбил из его рук. И сбежал. Ему нужно было всего лишь секунда. Секунда, Черт. и все. Упустил, гада. Слава богу. Ему нужна была секунду. Секунда всего лишь. Докладываю. Кайдзю номер 8 бежал. Слава богу. Прокатило. Но всегда прокатывать же не будет. Кайдзю номер 8. Кавка Хибина. Не переживай, я разберусь с этой тварью. Да. Не понимаю, Да уж. стоит ли мне ему верить или же нет. Ну, он сегодня ребят спас, так Я что вернулся. он доказывает, что ему можно верить каждый раз. Прости, волновалась, наверное. А вот и ничего подобного! Да и вообще, у меня к тебе куча претензий. Ну а сейчас почему? Ты чего? Ты посмотри на него. Претензии еще хочешь предъявлять? Прости, Офигела? упустил, гада. Тварь, что тебя ранила. Упустил. Мне, если что, без разницы. Конечно. Я сама его убью. Сомневаюсь. А ну стой! Ты на ногах еле стоишь, куда ты? Эти Кавис и Хару очень жестко досталось. Капец. Надо им помочь. Какая им от тебя польза-то будет? Ну да. Не переживай,
выкарабкаются. Если ты не знал, силы обороны уже и для лечения научились использовать тела Кайдзю. Ты лучше бы о себе побеспокоился! Мало того, что офицеры тебя видели, так еще и с замкомом нашим подрался! Да. Как бы тебя за хвост не поймали из-за твоей глупости! Да. Короче, Кайдзю это очень-очень хороший материал для всего. Для оружия, для исследований, для экологии 100%, для лечения. Короче, их тела на все сгодятся. А ты чего такой грустный сидишь? Он упустил врага. Блин, надо ж было на глаза попасться. Стыдно. Сфоткаю тебя на память. Пощади! Сфоткаю Что? тебя на память. Каким тебе показался Кайдзю номер 8? Добрым. Он, скорее всего, Гранд Кайдзю. Если так, то это первый за 5 лет после монстра из Фукуоки. Мгм. К счастью, за все эти месяцы он никому еще не навредил. Вот. По ощущениям, он не нападает на людей без разбора. Точно. Вот что смутило. Почему 8-й ударил по оружию, а не по мне? Весь бой с ним странным был. Движение, реакция. Я словно не с Кайдзю, а с обычным человеком сражался. Стойка выдала. Осознанная Косина, ты стойка. пока отдохни. Я здесь сама разберусь. Какой бы Кайдзю нам ни попался, задача одна — уничтожить его. Мочить. А вот с этим не поспоришь. А потом задавать Есть. вопросы. Капитан! Замком! Чё надо? Че ты так орешь, Икаруга? Что случилось? Извините, просто поступила интересная информация. По поводу Кайдзю, который напал на парней. Это был тот же самый человекоподобный, кто прежде атаковал наш полигон. Когда они его обнаружили, тварь была в человеческом обличье. А, и Хару, и Тикава сказали об этом. Ух, ё. Эй! Мужик, ты что, глухой? Свали с дороги! Тебе капец, чувак. Жалко дурачка. А? Ты чего? Эй, не молчи, а? Хорошо, не буду. Это было, вот если бы я не знал, что это Кайдзю номер 8, я поклялся бы, что смотрю Паразита. Серьезно. Внимание, внимание! Человекоподобный Кайдзю, который недавно совершил нападение на полигон СО и Сагамихару, признается особо опасной целью и получает порядковый номер 9. Будьте бдительны. Фоторобот человеческой формы монстра будет вызван надо всем на подумать, основном как здании. убить этого Кайдзю Настоятельно номер 8. рекомендуем каждому с ним ознакомиться. Ой, какой кошмар! Снова придется прятаться, пока не привыкну к этому телу. Ну все, короче, у них там Кайдзю с номерами появляются как на дрожжах, короче, растут. Теперь он Кайдзю номер 9, шляпа Проснулся 9. наконец. Привет. Открыл глазки, напарник. Живой. Дядя, хорошо, что вы живой. Да, чё так? Нормально. Подумаешь, чуть не раскрыли. Это я говорить должен, балбеса кусок. А еще большое вам спасибо. Вы все-таки нас с Ихару спасли. Да, вытащили. А старикан-то тут вообще при чем? Ты здесь, Ихару! Забыл, что ли? На скайде номер 8 выручил. Нет, ты не так понял. Ты бредишь. Сашка нашел репродуктивные органы и всему отряду помог. Ты бредишь. Да, это было мощно. Спасибо тебе, старикан. Не за что. Одного только не пойму. Зачем Кайдзю надо было нас спасать? Фига, он мощный, конечно. Одним своим ударом 9-му башку снес. Вроде и монстр, но я прям даже восхитился. Жаль, что вы его не видели, ребят. Эй, старик, ты чё так радуешься? В смысле? У него вечно эта дурацкая улыбочка на лице. Чё так радуешься? Да, я типа крутой. Какой я Что я крутой. только при Ихару оговорился. Зачем меня так бить-то? Твою мать, мы чуть не спалились. Они спалятся и очень скоро. О, Фурухаси и Тикава, поздравляем!
Братва! Что здесь происходит? Празднуем первый успешный выезд. Мы Обязательно. сам подождали, пока вы выпишетесь. А то. Ну А, что ж, давайте начинать! поняли, подождали пока. Давай, бухаем! Нифига. Дорогие гости, специально для вас банкет с говядиной вагю премиум класса А6. Такое вообще бывает? Нет, Раз не господин бывает. Харуити организовал праздник, мы обязаны подать вам лучшее блюдо мира. Я вообще-то просил наиболее адекватный по цене банкет. Господин, дополнительно оплачивать не нужно. Правда? Повезло. А что, Харуити кто-то известный, что ли? О, ты что, не знал, кого место найти попросил? А, Он наследник Идзума Technologies, крупнейшего производителя антикайдзю костюмов в стране. так это твои Это ж костюмчики? они делают боевую форму для ИСО! Они. Его семья в миллион раз богаче, чем моя. Поэтому ты спихнула на меня поиски ресторана. Конечно. Ага. Ты ведь хотел, чтобы ребята вкусно поели, да, Кавка? А он идеальный помощник. Ага. В общем, ребята, поздравляю с успешным боевым выездом. Нам повезло, что у всех вас сегодня выходной. Так обычно не бывает. Да? Поэтому гуляйте от души. За ИСО! Бухаем! И кушаем! А то после такого-то боя. Они вообще должны были так отпраздновать еще после первого, этого, после того, что на полигоне случилось. Я еще не видел ребят из дивизиона такими радостными. А то. Большое спасибо, что устроили это замком. Не торопись с выводами, Итикава. Еще немного и полыхнет. Чё? Ты слишком часто пытаешься играть на публику! Да еще и вечно на эмоциях! Чё? Уж я бы корова мычала, синомия! А мне можно. Я же крутая и вообще особенная, болван. Ребят, не ругайтесь. Ты слишком любишь импровизировать. А надо следовать проверенной тактике. Это тебе пора об учебниках забыть. А то не поспеваешь, когда работаем вдвоем. Мне приходится подстраиваться. Еще один спор. Напились. Черту все это! У меня серьезный вопрос, Идзума! Слишком вы фиговую костюмы делаете! Вообще ни одной твари победить не смог! Ты потенциал подтяни. Блин, дядь, и вы туда же! Костюм лучше делай. Выпили немножечко и давайте, язык развязался у всех. Пал, пыл. Выплескивают, они такой натерпелись. Какого? Все ругаться начали. Да не, нормально. Погодите-ка. О, заметил? Все как-то вдруг начали обсуждать операцию. А то. Впервые побывав в бою, они поняли, чего им не хватает. Ну да, логично. Я ведь не особенный. Все здесь хотят стать сильнее. Ты что там лекнул, козлина? Между прочим, я тут самый старший! А я признаю лишь тех, кто сильнее меня. Давай поборемся! Будешь знать, где свое место, только не плакай потом! Чего? Ты совсем, что ли, страх потерял, а? Нарывайся, урод, сейчас как дам тебе! Капец, душевная, конечно. А, классненько сидел, конечно, так душевно. Эх. Каждый год одно и то же. Каждый год? А, Господин, мы очень обрадовались, когда вы к нам обратились. Если честно, боялись, что больше не увидим вас. Ну что ты, Дадзима? Я просто хотел накормить ребят вкусной едой. Вот и почему? все. Интересно. Господин, а что у вас с отцом? Мы с тех пор не общались. Ага, так. Вот оно как. Прости, что так вышло. И спасибо. Все блюда были просто отпад. А, ой. Слышал? Неужели услышал? Я в уборную. Настоящий мужик. Типа не слышал. Типа, а что было-то? Ясно. Предпочитает не влезать не в свое дело. Ну все, замолчали. Пожалуй, пора сделать важное объявление. Так. Какое? Кавка Хибина. Благодаря тебе ущерб от Кайдзю оказался минимальным, и это высоко оценили в штабе. А, да, конечно, они С просто не знают. сегодняшнего дня ты офицер.
Полноценный. Добро пожаловать в 3-й дивизион сил обороны. Бедный. Ура! Бедный, а как он этого ждал? Всю жизнь к этому шел. Пусть хоть с одним малюсеньким процентиком, но как он этого ждал, аж приятно. Здорово. Ну, качать его! Подняли! Хороший вечер. Да. По возможности, не хочется терять никого из ребят. Да. Ура! Как он этого хотел, а? Вот сколько он... Согласен. Никого не хочется терять. Ну а то это тяжело, больно. Сказала Хосина, не сближайся. Ну что поделать? О как. Кавка Хибина. С этого дня ты официально исключен из числа кадетов. Отныне ты офицер сил обороны. Клянусь, что брошу все силы на борьбу с Кайдзю. Разрешите идти, капитан? Только не зазнавайся. На. Тебе еще расти и расти, прежде чем поравняешься со мной. Друг детства, ну. Так она не забыла то обещание. Конечно нет. Ага. Но я тебя нагоню, Мина! Нарушение субординации. Отожмись 50 раз и свободен. Заколебала. Опять я напортачил! Кайдзю номер 8. Меня вызвали в генштаб, чтобы обсудить его и 9-го. Чуть удар не хватил. В мое отсутствие за все будет отвечать замком Хосина. Хосина. Он оформит все необходимые бумаги. Есть! Здорово. Кстати, Кавка, именно он ходатайствовал, чтобы тебя взяли. Естественно, он оценил твой вклад в победу на последней операции. Замком за меня слово замолвил. Ты уж оправдай его ожидания. Есть! Классный у них замком. От души, чувак. Ну что ж, да сегодня, пожалуй, все. А то замком Хосина опять на меня ругаться будет. Спортзал еще открыт. Ночь же уже. Кто, блин, свет выключить забыл, а? Облом. Кое-кто тренируется. Замком Хосина. Что он здесь делает? Видимо, он очень расстроился, что он упустил кое-кого и теперь тренируется. Бой с тенью? А движения знакомые. Ну а то. Это не просто какая-то там тренировка. С ума сойти, он прорабатывает бой со мной! Обалдеть, повторяет. Повторяет весь бой. Прямо как в бойце Баки. Боец Баки там бой с тенью классно практиковал. Кавка, ты что ли? Опять засиделся допоздна в библиотеке? Ну да, но замком, а вы чего ночью в спортзале? Думаю, как 8-го убить. При нашей следующей встрече я хочу разрубить его одним ударом. Блин, а чем дальше, тем я лучше. сам виноват, что он сбежал. Пейся сразу в полную силу, так снес бы ему башку. Опять же, нужно было не 6-й, а 5-й техникой атаковать. Порубил бы его с ядром на куски. Ты чего испугался-то? Обычному офицеру с ним не совладать. Ну а 9-й, скорее всего, равен ему по силе. Поэтому я должен справиться с ним сам. Ясно. Ох, какой же замком у нас все-таки крутой. Да. Не только о гражданских думает, но и о нас с ребятами тоже. Замком! Я сделаю все, чтобы стать полезным. Ишь, губу!
раскатал, болван! Какая от тебя польза, если процент едва выжимаешь, а? Ну зато процент. Разрешите идти? С другой стороны, рассчитываю и на это твой 1%. А то 1% все-таки Ладно, пойду в штаб. процент. А ты вали спать. Есть! Кто знает, когда этот 1% пригодится. Хотя к черту процент его превратится сам. И давай мочить всех подряд направо и налево. Это чтобы... Опа! Новая атака? Не понял. Это... О, это что такое сейчас? Начать снижение. Это что, теперь 10-й? Это что за красный? Это что за красный в доспехах дракона был с целой авиацией? Ребята, мне кажется, вы тут... Мне кажется, мы знаете, какой момент смотрим? Мне кажется, мы смотрим это аниме. Вот история этого всего шла очень долго, но мы как раз начали смотреть историю данного лора в тот момент, когда произошла эволюция, и кайдзю стали разумными. Кажется так. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Мне очень приятно делать для вас данный контент, и будет вдвойне приятно, если вы поддержите меня звоном монет. Ссылка в описании. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, Гаргульчикам и Гаргулятам. По скриптам, код Гиас уже полностью лежит на Бусти в абсолютно открытом доступе. А теперь пришло время тетради смерти, которую я также выложу на Бусти в открытом доступе, без маскировки кадра и с прекрасной музыкой, с 1 по 24 серию. Ну что ж, дорогие други, барышни, мне больше понравился бой Хосины с Кафкой, чем бой Кафки против 9-го, этой шляпы. Ну правда, это было вообще просто, знаете, оргазм для глаз. Туда-сюда, направо, налево. Вообще на другом уровне! Скачет не как человек! Ну сразу видно, что вот экшен, боевой стиль сразу срисован с Леви. Это вот прямо, понимаете, вот замхом Хосина это здесь местный Леви. Когда нужно идти в бой, у него даже взгляд какой-то. Вот такой. Видимо, придется бить всерьез. Но все-таки такой, знаете, если бы Леви был шутником. Это такой Леви, если был бы шутником. Я еще раз повторюсь, что здесь очень много отовсюду взято, но очень грамотно соединено, понимаете? Такое овощное рагу из разных ингредиентов, но очень-очень вкусное. Ну, воздушные лезвия я даже не буду комментировать. В каждом аниме, где есть самурайские мечи или хоть какие-то мечи, всегда есть воздушные, лазерные, световые и так далее лезвия. Это просто закон. Это просто подразумевает, у кого-то есть меч, кто-то должен обязательно воздушное лезвие, там, духовое лезвие и так далее. В Шаман Кинге, если вспомним, там постоянно только этим Йоа Сакура и занимался. Что ж, также теперь упомяну, что нам тут сказали, что тела кайдзю и для лечения используют. Ну, короче, эти кайдзю очень-очень-очень полезный материал. Весьма полезный материал, который постоянно, вот этот момент постоянно здесь подчеркивается. Слово же Тихоокеанский рубеж. У меня возьмут любую часть кайдзю. Хрящи, селезенку, печень, даже дерьмо. В кубическом метре их дерьма фосфора хватит, чтобы удобрить целое поле. Порошок из костей кайдзю для потенции прямо в Тихоокеанском рубеже было, что было просто капец как забавно. Тебе порошок из костей кайдзю не нужен? У тебя потенция сразу. Я сам его принимаю. Ясно. Вообще, комментируя этот момент, я хочу сказать, что очень много чего из животного мира используется в фармацевтике и вообще. Например, ожоги или раны очень хорошо заживают не просто какими-то водорослями, а очень хорошо влияет рыбий жир. Извините, не рыбий жир, рыбий жир, но вместе с рыбьим с рыбьей кожей. И главное, знать какую. Вот накладываются сверху. Очень-очень помогает при ожогах и очень-очень помогает при разных ранениях. Еще очень хорошо помогает,
змеиный яд это просто клад в фармацевтической биологии, потому что это для многого чего используется. А тут, понимаете, кайдзю разных видов, и 100% они используются для многого чего. От костей до копыт. Или что там у них. Бог его знает. Что ж, мы больше узнали про Харуити, про чувака с изумрудными волосами. Я пока их по волосам только различаю. Ну, Харуити. Оказывается, ну, нет, понимаете, в чем дело? Я, насколько успел тут понять, вообще в 3-й дивизион затесались много таких сильных ребят, таких авторитетных, так скажем. Таких, какое-то исключительное, прямо поколение чудес. Если не брать в расчет вообще Кафку, который там вообще кайдзю у них. Но вот Харуити, он вообще из гигантско богатой семьи. Вот вообще. Его семья в миллион раз богаче, чем моя. И вот он ребятам чисто по-братски устроил офигенный банкетик. Вот офигенный банкетик, который помог выпустить пар, нервы успокоить после вот всего того, чего ребята перенесли. Ну, первый бой, в конце концов. В первый раз всегда. Понимаете, да? Его отец глава компании Idzumi Technologies, которые делают костюмчики, 100% оружия для СО, для сил самообороны. Интересно, почему он с отцом поругался. Если честно, мне кажется вот что. Мне кажется, его отец не хотел, чтобы его сын шел в силы самообороны, и поэтому он с ним разругался. Вот... А что вот с отцом? Мы с тех пор не общались. Скорее всего так, потому что, ну... Я сейчас так думаю, потому что, ну, по классике сюжета. За чего же ты не бросаешь свой колледж и не идешь добровольцем? Я записался добровольцем. В морскую пехоту. У папы куча связей, он бы добился для тебя отсрочки. А мне она не нужна. Ранить отца в самое сердце на его же день рождения. Это отцы и дети, это спор поколений и так далее и тому подобное. Хочет выйти из-под влияния отца, хочет найти собственный путь и так далее и тому подобное. И Хосина прорабатывал свой бой с Кафкой, прорабатывал очень грамотно. То есть он повторял бой, чтобы понять. Это, знаете, это то же самое, что когда играешь с человеком в шахматы и когда записываешь все ходы, а потом сидишь и думаешь, где ты лоханулся, вот какой ход был судьбоносный, вот где ты мог что-то сделать. Нужно было не 6-й, а 5-й техникой атаковать. При нашей следующей встрече я хочу разрубить его одним ударом. Или можем вспомнить аниме «Боец Баки». Возможно, это взято оттуда. Или не оттуда. Но так, чисто предположу. Просто очень часто в «Бойце Баки» использовал технику «бой с тенью». Он постоянно готовился против боя с разными противниками, представляя их перед собой. Вот когда он смотрел на них, когда они дерутся, он потом срисовывал и выдумывал техники против них. И так далее. Также этим пользуются боксеры очень часто, бой с тенью. Но они это скорее пользуются для повышения скорости, для просмотра за самим собой, а не для... Хотя я не знаю, я вообще не боксер и вообще мало как разбираюсь в боксе. Но они скорее для оттачивания собственного стиля, а не для проработки боя с другим человеком. Они этого не делают. Что ж, и под конец мы увидели чувака в красных доспехах. К слову, выглядело реально очень круто. Капец как круто. Который летит с гигантской авиацией бомбить Токио или бомбить всю Японию, или что он там задумал. Вообще, сколько там этих появилось? Вообще внезапно, это знаете... Мне кажется, что эти разумные кайдзю все появились одновременно. Вот когда вот Кафка стал кайдзю, мне кажется, вот это был примерно тот момент, когда все стали какие-то. Может быть, они используют людей для совершенствования самих себя. Но с Кафкой, мне кажется, какой-то баг случился, блик или что-то в этом роде. Короче, какая-то сволочь летит, и 100% нас ждет страшная атака. Что ж, дорогие друзья, это была... 8-я серия Кайдзю номер 8. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте, также на Бусти, где я выкладываю Кайдзю номер 8 на несколько серий вперед, без маскировки кадра и не вырезая музыки. Удачи вам, увидимся уже на 9-й серии.